Если вдруг вы сейчас едете на Бали или куда-то в любую такую азиатскую страну и хотите намеренно открыть свой бренд одежды, во-первых, 100% это делать стоит. Два года назад я перебрался на Бали и привез туда свой проект, бренд одежды. Это был классный опыт, но он мог бы быть и лучше, или вообще не существовать, если бы я знал то, о чем я хочу сегодня рассказать в этом видео. Видос будет полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес или начать свой проект на Бали или в другом похожем месте, особенно бренд одежды, и считает себя творческим человеком. А еще для тех, кто просто хочет глубже понять культуру этого региона. Самое главное, то, что я понял только недавно, наверное, всегда должен быть приоритет то, как ты продаешь. А то, что ты продаешь, это уже на втором, на третьем месте. Да, тут немножечко заросло. Вот, смотрите. Мы сделали эту штуку примерно год назад, может быть, чуть-чуть больше. Но инсталляция проросла, она стала только лучше. Одна из самых класснейших локаций. Просто зацените на это, посмотрите. Здесь такие прекрасные заброшенные номера. В некоторые я не собираюсь заходить, потому что реально стрёмно. Вот, допустим, еще есть классный такой. Судя по тем видео, которые я сейчас выкладываю, есть ощущение, что мы потихонечку двигаемся, там что-то происходит. По факту видео немножко запоздало догоняют реальность. Я нахожусь сейчас в Москве, в российском лесу. Мы приостановили процесс производства, мы отшили финальную на данном этапе коллекцию и раздали ее по шоурумам. Часть оставили на складе. Ну что, погнали дальше хаслить. Просто чтобы она аккуратно продавалась, пока нас нету. То есть изначально была идея такая при уезде. Но как только мы приехали сюда, в Россию, в холодный климат, мы поняли, что здесь амбиций, во-первых, прибавилось. И продолжать дальше делать что-то на Бали, в том местечковом рынке, о котором мы раньше прям горели, особо смысла нет. Ну, тут они, короче, все живут. Там они держат кота, пытаются выбраться. Здесь Макс плюс 100-500 снимал свое первое видео. Здесь сушится рис. Ну и в целом вот такие вот интересные виды. Надо либо двигаться дальше и делать что-то прям основательное, чтобы это действительно выглядело целостно, как полноценный бизнес-проект, который в том числе можно потом продать, либо масштабировать, что очень важно. Поэтому прямо сейчас мы сместили свой фокус полностью с Spice State в пользу тех проектов, которые нам приносят сейчас больший профит, больше интерес и больше опыта. Почему мы приняли такое решение? Потому что изначальная цель, когда мы приезжали и были очарованы романтикой островной и открытием бизнеса в новом месте, где мы, возможно, будем жить в долгосрочной перспективе. То есть вот эта вот романтика нас настолько сильно поглотила, что некоторые рациональные вещи, на которые стоило обратить внимание, например, бизнес-составляющие, мы пропустили. Вот, давай по чесноку. Первое, что приходит в голову, когда ты думаешь о том, что открыть бренд где-то в Азии, это то, что будут нереально офигевшие цены, все такое будет низкое, все будет супер легко, за сущие копейки можно отшить, найти ткани. По факту да, но это все компенсируется сложностью работы с азиатами, сложностью реализовать весь этот объем, который ты отшил. И реально только на процессе отшива ты очень много получишь шишек, очень много потеряешь времени, просто потому что ты где-то чуть-чуть там сэкономил, то есть оно того не стоит.
Зашел, короче, в один из самых крупнейших банков Бали. И зацените вы на примере графического дизайна, который они используют в своих офисах, какое у них отношение в целом к дизайну, к графическому дизайну, к иллюстрации. Вы посмотрите то, как они даже не нарисовали объем для часов на руке. А вы посмотрите на эту камеру, так она вообще, блин, везде разные толщины линии. Короче, ну максимально такая халтурная работа, но зато классный кейс. Короче, я сейчас ехал, и я не мог не остановиться, просто заметив глазом вот это. Это ужасно. Это показывает уровень, насколько им плевать на графический дизайн. Обратите внимание, что вот эти векторные объекты, которые отражены, левое и правое крыло, а между ними вот эта маленькая точка, которая на уровне вектора, как ошибка. И вот этот маленький пупок, он как был, так и остался. Про Азию в целом я говорю, в целом азиатов, я имею в виду балийцев, но все, кто живут в теплых странах, у них априори работоспособность ниже, то есть ниже, чем у тех, кто живут на севере. То есть это вообще факт, это железный факт. Механику работы с южными людьми, она тоже должна быть совершенно иная. Ты должен сам быть другим. В чем именно особенность работы с балийцами? В том, что косяки, которые они могут совершить, ты просто не сможешь их предугадать. Они бывают настолько креативно подходят к каким-то ошибкам, каким-то косячкам, что ты удивляешь, насколько это вообще можно было так придумать. Вроде бы базовые вещи, у тебя есть паттерны, у тебя есть точное техническое задание, вплоть до маленьких деталей, сантиметров, но сделают они все равно что-то свое. Просто потому, что им вбрело так в голову. Просто потому, что они привыкли отшивать что-то другое. Возьмем, например, рубашку. Вот мы отшили рубашку по нашим лекалам, она оказалась вообще настолько сделана по-другому, даже пуговицы были просто на другой стороне. Из-за того, что производство, с которым мы работали, оно привыкло работать с такими лайаутами, с такими паттернами. Вот они отшили то, что они привыкли, а не то, что мы заказывали. Возможно, по доброте душевной я слышал такие истории, что кто-то заказывает что-то нестандартное, и им кажется, давай я помогу человеку и сделаю чуть лучше. Вот тут такие рукава, тут такие. Возможно, они рассчитывают на позитивный отклик, но в итоге получается, что ожидания и реальность не совпадают. Просто стал посреди дороги и стоит. Вышел из машины, и собралась пробка. Это сегодня пробки. Вот катаясь по такому трафику, очень круто начинаешь понимать логику толпы. Если хотя бы одного они пропустят, все сразу рванут. Тут важно удерживать самого первого, чтобы он никуда не вылезал. Мое мнение, вот так вот животные на упаковках с кормом не должны выглядеть. Они слишком шаблонные и стоковые. Вот тоже не очень. Наверное, самый классный пример это вот он. Вот Дурила. Уже куда больше внимания вызывает. Или вот такой он тоже Дурила, смотри какой. Реально. Какие бренды одежды успешны на Бали? Во-первых, я мало количества знаю брендов, которые прям в долгосрок там работают классно. И в основном это ребята, которые скупают большой объем. Например, возьмем купальники или какое-то спортивное белье, которое сейчас на пике интереса. В принципе, прям самое популярное среди женского направления. Они просто покупают огромные контейнеры одного и того же белья, цветов просто разных размеров, и все. То есть одна модельная сетка, разные цвета, разные размеры. И вот такие проекты, когда приезжает оптом огромный контейнер, и все просто распределяется оптом по супер дешевой цене, супер рабочая схема. То есть если ты реально продаешь очень дешевые продукты, опять же, и себестоимость тебе должна быть соответствующая. Да, безусловно, это проекты только те, которые отшиваются где-то в Китае, привозят на Бали, несмотря на то, что привоз сам по себе не дешевый, что-то отшивать на Бали и там же продавать, это какие-то местечковые истории для каких-то
блогеров, вот как мы, каких-то отдельных дизайнеров, но чтобы сделать это прям супер успешно, супер прибыльно и в долгосрок, я вижу только отрицательные кейсы всего этого. Я вижу, как закрываются, хотя думаешь, блин, вот и локация крутая, и производство крутое, и все они классно сделали, и у них можно заказать просто по нереальному качеству изделия, но в итоге даже они закрываются, хотя вроде бы вот все есть. Понятное дело, что смотря вот на такие случаи, ты понимаешь, что все, что у тебя происходит, оно правда. Скорее всего, везде распространяется. Так что на Бали популярны только те бренды, которые приезжают с Китая, продаются по дешевке, огромными объемами, массивами и стоят в самых горячих точках. В самых горячейших. Горячейших. На Бали среди местного, особенно молодого населения, мы заметили какую-то трендовую эстетику сатанизма. Я не знаю, в чем прикол. Часто молодые бренды местные делают принты с сатаной и пентаграммами. Забыл сказать, ну и, конечно же, у мультибрендовых шоурумов тоже дела обстоят хорошо. Во-первых, потому что они берут 50% от дизайнеров. То есть, если ты выкладываешь свою одежду туда, как дизайнер, 40, 50, 60% шоурум у тебя забирает за то, что ты просто туда выложил. Это прибыльная история для шоурума, но не для дизайнера. Для дизайнера прибыльно это только если ты вот-вот только заходишь на рынок, тебе уже хочется просто вот отдавать вот этот элемент отдачи в мир, чтобы хоть что-то, хоть какое-то твое изделие досталось неизвестному человеку. Сама вот эта вот сама мысль, что кто-то где-то будет ходить в твоем изделии, она зажигает, она такая теплая, но в случае, если ты хочешь делать прям бизнес, тебе либо нужно очень много шоурумов иметь, которые продают, чтобы, пускай с маленькой маржой, но хоть что-то ты получал в плане прибыли. Короче, я раньше думал, что это такой типа минималистичный вид вот этих вот балийских ворот, в отличие от таких. Типа кто-то вдохновился кубизмом, но на самом деле его вручную потом вот так отбивают, и он сидит. Пришлось ли нам как-то адаптировать концепцию бренда при приезде на Бали? Собственно, только то, что касается изделий. Условно, когда мы были в Питере, плотное кимоно, оно прям вот то, что нужно было. Несмотря на то, что кимоно плотное, оно и на Бали было очень прекрасно, но все равно там тебе сподвигает на то, чтобы купить что-то совершенно легкое. Какую-нибудь легкую рубашку, легкую футболку, что-то прям супер базовое, понятное, простое. Потому что там у тебя базовая потребность – это выжить на таком солнце. Тебе не хочется, хотя такие прецеденты есть, и их очень много, как-то повыпендриваться, что-то такое придумать. Как правило, это связано с ребятами, которые живут недолго. Вот только приехали, они все такие пестрые ходят, в чем-то таком, в ботинках каких-нибудь, ну, такое чисто понты. Я нормально к этому отношусь. Это просто часть атмосферы Бали. Но в целом там хочется выживать. Тебе хочется что-то более простое. Мы подстроились под это, мы сделали супер простые айтемы, супер простые изделия, рубашки, шорты. Я раньше думал, когда открывал бренд одежды, что я буду делать что-то такое, типа, нестандартное. Мы, собственно, из кимоно начали из-за этого. Даже с худи мы пытались сделать что-то интересное, нестандартное. Но на Бали все равно у тебя как будто бы есть больше рвения сделать что-то попроще. Короче, зашел в такой йога-спейс. И тут небольшой шоурумчик. И тут небольшой инсайт такой понял, что вообще покупка таких вещей в основном связана, ну, таких вещей, которые ты, в принципе, можешь не покупать. Оно связано с обстановкой, в которой ты находишься, и с чем эти вещи потом будут связаны с тобой. То есть я бы купил, в принципе, что-нибудь отсюда, возможно, хотя, ну, то же самое могу найти на любом рынке. Но она у меня будет ассоциироваться именно с чем-то в виде йогой и чем-то балийским. Тем более здесь вроде бы хорошие одежды. Например, вот этот саронг из ткани под названием «Район». Но опять же, все обусловлено тем, что я нахожусь довольно-таки привлекательно и дорогом месте. Вот и все. Автоматически все вещи тоже становятся дороже. В цене, в качестве, в моем представлении. Что за цвет? Вот это, такое идеальное сочетание. Из этого делать нужно одежду. Из таких цветов, вот так, чтобы они сочетались. Вот
вот так вот, и вот так вот. Вот это вот вообще вдохновение, зеленый. Вот буквально смотрите. Опа. Прикольно, прям. Какой-то панк в нарядных штанах. Так вот, почему мы начали запускаться именно на острове, в котором, ну, априори реально ограниченное количество локально и географически. Наверное, из-за того, что нас туда самих манило, и нам нужен был какой-то первый шаг, опять же, с точки зрения бренда, выстроить его так, чтобы он был совместно соединен с какой-то повесткой интересной. В данном случае повестка осознанности. И вот на Бали она прям на пике. Именно поэтому, наверное, мы и начали делать бренд Надежды, потому что для нас было самое главное, это не те продажи, которые мы делали или хотим делать, а скорее бренд, который мы создадим, чтобы нам вот свои навыки создания бренда полностью оттарабанить и имплементировать. Не, по не Пес сплошная болячка. Жалко их, конечно. Эй, как у тебя дела? Как у тебя дела? Врать нечего, сорян. Нет и такого, что я перегорел к своему бренду. Я бы это назвал не перегаром, а спланированным и стратегичным отходом назад, чтобы набрать силу, капитал, интерес еще больший, плюс вернуться уже совершенно другим человеком. Я занимаюсь сейчас маркетинговым агентством. От этого очень прямо зависит результат в дальнейшем бренда одежды. Поэтому это именно стратегический отход, чтобы набрать скилл, связи, интерес к бренду и какой-то новый вижен. Короче, пока я жил здесь, в центре острова, в джунглях, в районе Убуд, я каждый день гонял по одной и той же тропе, моей самой любимой тропе, прямо через Monkey Forest. Я очень соскучился по своему младшему брату, и она мне напоминает. Вы просто посмотрите на этих чудил. Саня, это все ты. А теперь самое главное, что бы я посоветовал самому себе? Если бы я вернулся сейчас назад и мог бы пообщаться с самим собой, дать какие-то советы, направления, в каком бы возрасте я себя не встретил, я бы сказал, что нужно выдавливать максимум из того, что есть сейчас, из тех ограничений, которые ты имеешь. Если это остров, сделать максимально то, что ты можешь себе сделать, и рассчитывать в первую очередь на то, какой опыт ты получишь и что ты заберешь с собой. Второе – это заработанные деньги реинвестировать, либо сохранять где-нибудь. Третье, я бы сказал себе, что нужно максимально упрощать креативную часть, потому что все креативные персонажи, такие как я, они любят где-то что-то там усилить, усложнить. И в этом нет ничего плохого, но это пагубно влияет на бизнес, потому что для бизнеса важнее быстро произвести и быстро продать. Самое главное, что бы я сказал, и вот то, что я понял только недавно, наверное, то, что всегда должен быть приоритет, это точка сбыта, то, как ты продаешь. А то, что ты продаешь, это уже на втором, на третьем месте. Потому что никто не узнает о твоем продукте, никто его не опробует, и ты никому не поможешь своим продуктом, если ты не умеешь продавать. Поэтому для человека креативного склада нужно думать о том, в чем у него пробелы. Итак, давай повторим и зафиксируем. Первое. Думать сразу, как ты будешь масштабировать, в том числе логистику. Если это маленький рынок, сложно масштабироваться. Все логично. Второе. Творческие люди сразу думают о продукте. Но таким людям нужно думать о канале сбыта в первую очередь. Сначала где, кому, а потом что. Смотри на то, что уже продается на рынке. Если зайти чем-то новым, шанс выстрелить будет меньше. Если что-то уже продается, значит, у этого есть причина. И, наконец, делая бизнес за границей, прислушивайся к их менталитету. Подходит ли тебе их стиль работы? В целом, кого-то отговаривать что-то делать, ехать в Азию делать бренд одежды, даже если это плохая идея, я не стану, потому что это опыт, через который нужно пройти каждому лично, чтобы убедиться, то это или не то.